Всем доброй ночи. Сегодня хочу вам подарить ритуал моей грузинской бабушки Софико. София. Вы знаете, она была женщина образованная, учительница грузинского языка и литературы. Одно время была моим классным руководителем. Дочь священника. Мать была учительница, отец священник. Но эта женщина знала столько народных примет, столько заговоров, ритуалов, рецептов знахарских и чего только она не знала, что, честно говоря, можно было подумать, что она не дочь священника, а дочь какого-то великого магистра Мерлина. Я не знаю, как это сочеталось. Но вот повезло мне с бабушками. Я все это вспоминаю, восстанавливаю, и очень многое из их знаний подарила вам. Мамина бабушка Марта, прабабушка, бабушка была Арусяк, ее звали. Мамина прабабушка Марта, та самая рыжая Марта, была знахаркой, повитухой. Но это самое основное, что я знаю. Язык трав знала. Мамина бабушка. У них в семье лечили. У нее старшая сестра этим занималась. И бабушка ее тоже знала определенные вещи. Например, начитывала, и мы засыпали. Снимала головную боль. Бабушка моего отца, но мы не называли ее ведьмой. У нас не было такого понятия ведьма. Знающие женщины просто занимались этим. К ней приводили людей. Она очень многое знала, умела. Она была сильная в этом плане женщина, очень сильная. И очень много историй потом рассказанных о том, как женщины села ночью пошли и сделали, плуг тогда назывался этим плугом, значит, начертили вокруг села круг. Через поля, через лес, возле реки, в общем, вот такой вот круг обереженный. И это спасло нашу деревню от определенной эпидемии, которая унесла жизнь очень многих детей. У нас в селе остались живы, в селе ее дочери, где она была замужем. Тандия называется это село грузинское. И там еще это делали. Это, еще давно. Это еще до войны. Она еще была молодая женщина. Потом моя бабушка, мать моего отца, Нина, она многому научилась у свекрови, но ее бабушка тоже что-то там умела, потому что я слышала по разговорам, а об этом было не принято так прям говорить. И моей бабушке как бы определенные вещи передались, но и у своей свекрови она научилась, заговаривала. Такие более темные дебри она не лезла, она боялась этого. Но то, что она заговаривала детей и так далее, это я помню. Детей приводили, вот эти чепчики, их головные уборы приносили там булавку, значит, уголь. Из печки она вытаскивала, кидала в этот миску с водой, оно сразу шипело, мне нравилось, как я ждала прям, когда приведут кого-нибудь, чтобы она заговаривала, это шипение вот этого угля, а летом, когда печку не топили, надо было ей заранее говорить, чтобы она подготовила эти угли, и нам давала задание с братом двоюродным
чтобы мы разожгли костер, и вот эти угольки мы радостные бегали, выполняли, потому что знали, что сейчас придут люди, и вот эти угольки будут бросать в эту миску с водой. Мамина мать, которая просто на Новый год должен был зайти мальчик, чтобы год был урожайный, с правой ноги. Нас не пускали, пока мальчики не зайдут. Потом ночью, если нас куда-то ввели или в спящем состоянии из дома забирали, она обязательно клала нам, под майку кусок хлеба, который нас должен был оберегать. Она все время читала заговор Хамури, это ночной матери, чтобы ночью корова не мычала, там это была очень плохая примета. Собака не выла, чтобы ночью какие-то звери не задавили кур, там, цыплят, гусей, у нее там 1000 штук было и прочее. Она сама принимала роды у коров, она сама заговаривала кровь, приносила, я помню, она посолила хлеб и дала корове поесть. Что-то там шептала, говорила. В общем, корова перестала давать хорошо молоко, много молока. Что-то у нее там начала там болеть, гноиться, вымя. И она вот эти вот 3 дня сыпала соль на хлеб, начитывала черный хлеб причем. И вот это все прошло. Это все осталось у меня в памяти. Ну, вот так вот повезло мне, понимаете? Не случайно я все-таки родилась среди этих людей. Мне надо было. И все, что они умели, знали, и все по чуть-чуть, кто-то больше, кто-то меньше, это все обрушилось на мою голову. Все это мне дали вот целым букетом мне. Потом сейчас скажу. Имя Рипсиме или Ремсо. Практически одинаковое имя, если на русский лад, это Фёкла. Святая Фёкла, это на армянском языке Рипсиме. Значит, ее так звали, но сельское есть, вариант этого имени Ремса или Ремсо. И вот она сестра моего прадеда, которая лечила людей, знала там всякое. Муж ей запрещал, избивал ее, он не давал это делать. Один раз, я уже об этом рассказывала, как-то пришли ночью, предупредили во сне или там полусне, в общем, явление ему было. Он вроде бы отстал от нее. Потом опять начал запрещать, и на ровном месте, совершенно не в дождливую погоду, он отдыхал под деревом, устал после пахоты летом. Ударила молния, убила его. Через некоторое время приходит в таком видении человек, старик, и говорит их сыну Вазгену: ты будешь лечить людей, будешь лечить огнем. Твой отец от огня погиб, твой отец от небесного огня погиб, а ты будешь лечить земным огнем. И он говорит: как я буду лечить, я ничего не знаю, тебя будут учить. У него вот тетради были, мы когда пару раз были у него, он там лечил моей двоюродной сестре на ногах какие-то волдыри, в общем, кожные заболевания. И у меня 2 раза там ноги, в общем, что-то там высыпание какое-то было в детстве. И сказал этот старик: пойдешь на то место, где твой отец погиб, найдешь камни, кремни. Оказывается, там под землей были кремни, под этим деревом. Может, поэтому и ударила его, убила там, понимаете, притянула туда. Принесешь эти кремни, и ими будешь, этими, искрами будешь лечить. И он принес, ему приходили во снах или там наяву. В общем, он записывал, что там надо говорить. Он лечил, к нему привозили
отовсюду из Тбилиси приезжали. Там стояли «Волги», «Чайки», вот такие, знаете, нормальные так, богатые люди. Они везли своих детей, там, больных. Он лечил этими кремнями. Он бил вот эти камни друг от друга. Летели искры, он что-то говорил. И вот это вот кожаное заболевание полностью проходило. Он за счет этого и жил. То есть его благодарили, все, можно сказать, и дом построил за счет этого этот человек. То есть вот эта атмосфера, потом снаха, тоже второго сына, значит, жена, Маруся, ее звали, Мария. Грузинка была, очень красивая женщина, синеглазая, светлая, блондинка, которая вообще на Кавказе редкость. Одно время было, но турки их украли всех, и вот этот ген блондинистый пропал, а потом снова обновился. И вот она вот одна из редких женщин, просто красивая женщина, Маруся. И мы к ней, меня забрали страх заговаривать. И вот этот страх, как заговаривать, я прочитала, у меня было в тетрадях. Моя бабушка не смогла мне заговорить. Если бы моя прабабушка была живая, она бы заговорила. Но она это не могла, так не осилила со мной. И мы шли к Марусе. И вот знаете, я вам рассказываю, и вот перед глазами этот живой разговор, я просто наизусть помню. Я не помню, сколько мне там было лет, может, 8 где-то так. И вот это общение этих бабушек наших. Когда она сказала, последний день мы пошли, вечером нужно было идти, когда солнце село. Всегда вот основное количество этих работ проводили, когда село солнце. Моя бабушка говорила, небесные ворота открываются ночью. Но теперь-то я понимаю, что такое. Порталы открываются определенное время. Они так по-деревенски говорили, по-сельскому, как умели и как понимали. И вот они сидят и заговорили, бабушка там принесла ей угощение, все, и Маруся говорит, Нина, последний день, когда заговариваю, надо немного посидеть. И вот они начали дружно смеяться, потому что она придумала. Не хотела нас отпускать, хотела с нами пообщаться. И она, последний день, когда я заговариваю, надо подольше сидеть. Ой, как же они все ушли, уже никого нету. Добрые души чистых людей. Сейчас так мало их осталось. Практически нету. Озлобились мы все. Итак, вот этот вот заговор, точнее ритуал «Рука зла» – это работа моей бабушки Софии. Я грузинский вариант, может, как-нибудь выложу. А пока что я подарю вам русский вариант. Он ближе как бы и адаптирован для нашей публики. Вообще с грузинского переводится «Авис Хели». Она так говорила. Сделаю сегодня «Авис Хели». Что-то мне там не очень хорошо. Если в хозяйстве начинались проблемы, там куры, утки, гуси начинали болеть, дохнуть. Если корова болела, молоко не давала. Если там теленок, значит, ночью чуть не задохнулся и так далее. То есть она понимала, что с глаз там, что что-то там пожелали нехорошего, а может, сделали. Ее любимые вот эти камни переворачивала, чтобы ваши глаза повернулись не в ту сторону, перевернулись, не знаю, там по-всякому. Вот, я же говорю, она просто жила в этой магии полностью, и мне даже удивительно, что она была дочь священника, а не дочь какого-то великого чародея. Хотя священники не меньше колдуют, я вам скажу. Они знают больше, чем мы. Так вот, и нужно было или песок, или землю. Она соединяла свечи и делала из нее руку. Как руку. Здесь, конечно, видите, замечательно все сделано, как реально живая рука. Вот
с когтями, ногтями, с фитильками этими, что можно зажечь, и все, готово. У нее она сама делала, нужно было делать 5 пальцев, чем-то схоже на руку человека. Считалось, что это рука зла, которая должна вбирать в себя все зло, сгореть. И, собственно, там были определенные слова, примерно такие же. Ну, напрямую я вам передать не могу, нельзя. Но примерно такого же плана, то есть я создала на этой основе. И когда это уже горело, утром или в течение дня нужно было вынести из дома, или закопать, или оставить, по-разному. Потому что она могла делать и зимой, это уже выносилось и оставлялось. Так вот, берете, либо заказываете такую свечу. Сейчас время такое, все что угодно можете заказать где угодно. Желательно, конечно, черный воск, но если не будет, можно воск любой. Вначале 6 раз читайте первую часть, зажигайте, 6 раз читайте вторую часть. И нужно, чтобы воск растаял полностью. После чего, значит, переверните в материю, черную материю, желательно, если не найдете, но не свои вещи. Это должна быть ткань. Завяжите как узелок и выносите из дома и оставьте под деревом с откупом 6 монет. Закапывать не обязательно в этом случае, потому что это немножко видоизмененный, это другая работа. Итак, первая часть. Духи нечистые, силы нечистые, отвалитесь от меня, оторвитесь от меня. Рука зла, не мучай меня, не терзай меня. В воске застынь, зло в воске запираю. От себя порчу корчу, отрываю. Из себя тоску и маяту выселяю. Воск вселяю. С меня выйди, на сей воск пойди. Слово дело заклинаю. Духи нечистые, силы нечистые, отвалитесь от меня. Оторвись от меня, рука зла. Не мучай меня, не терзай меня. В воске застынь, зло в воске запираю. От себя порчу корчу отрываю. Из себя тоску и маяту выселяю. Воск вселяю. С меня выйди, на сей воск перейди. Слово дело заклинаю. Духи нечистые, силы нечистые, отвалитесь от меня, оторвись от меня, рука зла. Не мучай меня, не терзай меня, в воске застынь. Зло в воске запираю, от себя порчу корчу отрываю. Из себя тоску маяту выселяю, воск вселяю. С меня выйди, на сей воск перейди. Слово дело заклинаю. Духи нечистые, силы нечистые, отвалитесь от меня, оторвитесь от меня, рука зла. Не мучай меня, не терзай меня, в воске застынь. Зло в воске запираю, от себя порчу корчу отрываю. Из себя тоску и маяту выселяю, воск вселяю. С меня выйди, на сей воск перейди. Слово дело заклинаю. Духи нечистые, силы нечистые, отвалитесь от меня. Оторвись от меня, рука зла. Не мучай меня, не терзай меня. В воске застынь. Зло в воске запираю. От себя порчу корчу отрываю. Из себя тоску и маяту выселяю. Воск вселяю. С меня выйди, на сей воск перейди. Слово дело заклинаю. Не знаю, наверное, 6 раз прочитала. Надеюсь. Второй этап. Зажигаем. Пользуйтесь всегда только спичками. Это уважение к огню. Это, естественно, настоящий огонь. И никакого искусственного огня быть не должно в ваших ритуалах. Только спичками. В редких случаях, если там на кладбище пошли, например, забыли, и приходится делать, есть зажигалка. Прощается в редких случаях. Но в основном всегда делайте как положено. Если хотите
хорошего результата. Так. Рядом старайтесь иногда, ну, не иногда, почти всегда ставить стакан с водой, потому что огонь может быть очень агрессивный в некоторых случаях. И во избежание всяких там неприятных нюансов, потом, когда вы проводите ритуал, не спите, не ложитесь спать. Вот пока не догорит, значит, рассчитайте время. Начните проводить такое время, чтобы не спали. Потому как это опасно. Мало ли что может быть. Вторая часть. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит, от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь, съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, и уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклято. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь. Съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, и уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь, съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклято или заклинаю. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит, от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь, съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, и уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь. Съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, и уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Как эта восковая рука горит от огня жгучего, так и зло от меня отходит, от заговора моего могучего. Бери свой откуп, ярый огонь, съешь этот воск, но меня не тронь. Получат расплату все мои супостаты. Восковые пальцы сгорят до одной, и порча сгорит, обретет упокой. Гори, рука зла, и уберись прочь от меня навсегда в эту темную ночь. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Время от времени, когда в доме начинаются какие-то неурядицы, когда начинает ломаться что-то, когда деньги начинают тратиться опять
не запланированно, то есть расходы не предусмотренные заранее. Когда дома начинаются ссоры, злость друг к другу, ненависть, плохие сны. Ну, у кого хозяйство там, может, начинают болеть, у кого кошки, собаки болеют. Проводите вот эту вот чистку рука зла. И на очень долгое время вам станет легче. Но как только опять копятся эти черные тучи, и вы чувствуете, что опять что-то не то, обязательно садитесь, не ленитесь и проведите эту работу или другую работу. Но это именно вот для этого случая. Как-нибудь постараюсь дать вам работу на грузинском языке. А пока что такой аналог, который не менее сильный. Вот теперь подожду, пока догорит. Только потом пойду отдохну немного. У нас который час? У нас скоро 4 утра. Вот так вот. Всем удачи.